Лисица и петух. Притча на основе басни Эзопа. Однажды лисица увидела петуха, сидящего на ветке дерева, и сказала ему: «Сегодня царь всего живого Зевс издал указ, чтобы отныне звери забыли распри и больше никогда не пожирали друг друга и жили в мире и дружбе. Спускайся на землю, и мы устроим пир по этому поводу». «Погоди минутку», — ответил петух. «Я сверху вижу двух охотничьих собак, которые бегут сюда. Вместе с ними мы славно попируем». Услышав про собак, лисица повернулась, чтобы убежать. «Куда же ты? А как же пир в честь указа о мире и дружбе всех зверей?» — спросил петух. «Ах, мой милый друг, я думаю, что собаки еще не слышали об этом указе», — ответила лисица и поспешила скрыться. В этой притче рассказывается о том, что обманщик может быть разоблачен, если его вранье направить против него самого. Басню с этим сюжетом древнегреческий мудрец Эзоп написал почти 2500 лет тому назад. Француз Жан де Ла Фонтен переписал ее в 17 веке нашей эры. Но то, о чем в ней говорится, было актуально и во времена Эзопа, и Ла Фонтена, и остается актуальным в наши дни. Так, например, одни люди очень часто лицемерно призывают других людей сделать то, что не собираются делать сами. Так политики и недобросовестные чиновники призывают народ соблюдать законы и платить налоги. Но им не нравится, когда их самих заставляют делать это. В советское время вожди убеждали людей честно трудиться ради светлого будущего, проповедовали всеобщее равенство, чтобы за счет этих людей пользоваться привилегиями. А когда под предлогом борьбы с привилегиями советских чиновников лишили власти, то победители завели себе такие привилегии, которые и не снились советским вождям. А теперь олигархи призывают спасти их предприятия, попавшие под санкции, за счет госбюджета. Но при этом никто из олигархов не собирается вкладывать собственные средства в спасение своих же предприятий. Ни один из олигархов не продал и не собирается продавать свои яхты и виллы, которые они купили на доходы, полученные от деятельности этих предприятий. И получается, что олигархи выступают в образе лисицы, а в образе петуха – народ. Вот только жаль, что те, кто выступают в образе собак, не выполняют свою роль, а именно, не защищают народ от олигархов, а наоборот, помогают им. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и напишите комментарий. Подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!